Всем привет! Сегодня я хочу рассказать еще об одном экспресс-проекте, который я выполнил для компании Starkwood, моих новых партнеров. Что такое экспресс-проект? Это проект за очень небольшую фиксированную сумму, в котором я на основании ваших пожеланий делаю один вариант эскизного проекта. Почему этот проект выполняется за сумму гораздо меньшую, чем наш стандартный эскизный проект? Ровно потому, что в ситуации, когда я делаю то, что я хочу, когда я не согласовываю с заказчиком какие-то детали, а выполняю ровно и чисто свою профессиональную задачу, я получаю максимум удовольствия от процесса. А удовольствие стоит денег, в данном случае моих. Поэтому в экспресс-проекте вы получаете ровно такую же качественную работу, как и в обычном эскизном проекте, но за гораздо меньшие деньги. Итак, давайте пройдемся по исходному проекту. Это небольшой деревянный брусовой дом от компании Starkwood. Из замечаний по первому этажу мне кажется, что не очень хорошо располагать входную группу, которая визуально упирается в глухую стену. И поэтому вы дальше увидите в своей работе, я перенес его чуть левее. По второму этажу, в общем, все достаточно просто здесь по компоновке, но мне кажется, что для главной спальни не хватает своего санузла, тем более, что, опять же, как вы видите ниже, есть возможность для того, чтобы сделать такую удобную, в общем, в жизни штуку, чтобы у детей и гостей был свой санузел и у хозяев свой. Что касается внешнего вида здания, исходного проекта, то здесь мне кажется, что архитектор, может быть, поторопился, чуть-чуть не довел свою работу. Вот здесь как бы явно незаконченно выглядит пергола или навес над балконом у главной спальни. Он же является навесом для террасы у кухни. Вот тут мне кажется, что эти дощатые щиты вдоль здания, они как бы делают свою работу, акцентируя горизонталь в жилом доме, но, как мне кажется, выглядят немножко незаконченными и, скажем так, слишком грубыми для брусового дома. Мне кажется, такую часть работы нужно выполнять поаккуратнее. С этой стороны у нас обратная ситуация. Вдруг архитектор поменял тему и решил, что вот тут он должен почему-то сделать акцент на вертикальных элементах. При этом, понятно, хотелось скрыть вот такую огромную глухую стену, которая выходит фактически на главный фасад. Насколько это хорошо, не знаю. Я стараюсь избегать таких приемов. Но опять же, вы видите, когда мы меняем ракурс, то сразу видно, что здание немножко разваливается. Такое ощущение, что у нас в одном сооружении применяются две темы. И они немножко диссонируют, как мне кажется. Теперь можно посмотреть, как я справился со своей задачей. Прежде всего, я нанес красные оси, это коньковые балки, которые я буду использовать в конструкциях кровли. И вот теперь начал потихонечку нащупывать те возможности, которые мне дает существующий проект для корректировок. В первую очередь, сейчас вы увидите, как и сказал, я постарался переместить вход немножко левее, для того, чтобы, выходя из прихожей, мы не упирались в стену, а попадали в такой, в общем, удачно расположенный холл, из которого можно попасть и в гостиную, и в гостевую комнату, либо переместиться уже вот в комплекс бани-сауны. Немножко переместил в связи с этим и котельный. Вот сейчас будет видно, как я отрежу уголок и смещу его влево. И таким образом мне удалось выявить более четкую структуру здания, то есть таких два нефа взаимопересекающихся. При этом общая площадь здания осталась практически без изменений. И ее функциональный состав. По второму этажу, здесь практически поправок не было. Мне пришлось немножко сдвинуть детскую для того, чтобы она попала на первый этаж вот четко. Опять же, проявилась структура. И это еще мне позволило выделить место для ванны, которая примыкает к главной спальне. Что мне кажется очень важно в жизни в загородном доме, чтобы у каждого было свое функциональное пространство. А теперь мы посмотрим, как я нащупывал тему
визуальную уже по фасадам здания. Я практически не менял характер сооружения, чуть-чуть, может быть, скорректировал уклон кровли, сделал его не таким резким и попробовал повторить тот же мотив, который применил архитектор в исходном проекте. То есть я сделал акцент на горизонталь, и вот этот элемент фриз, который отделяет первый этаж от второго, ну, я постарался применить такой фокус. Я просто вытащил балки перекрытия, которые обязательно будут между первым и вторым этажом, наружу. И с помощью такого нехитрого приемчика превратил этот конструктивный элемент в очень интересный декоративный прием. Ну, дальше, когда мы посмотрим на получившееся 3D изображение уже по модели, которую я выполнил в Архимкаде, вы увидите, во что это вылилось. Очень нехитрый прием, но, как мне показалось, очень эффективный, который и делает здание современным, в то же время не отрываясь далеко от традиционных приемов в архитектуре деревянных зданий. Ну вот мы можем посмотреть планчики. Функционально здесь ничего не изменилось, поэтому я мебель не расставлял, если так все понятно. Вот, как вы видите, вход акцентирован теперь в центр здания. Я пересчитал лестницу, поэтому пришлось немножко подсократить антресоль на втором этаже. Но зато теперь лестница будет удобная, 150 на 300, как и положено. Ну и вот как выглядит это здание внешне. Для того, чтобы подчеркнуть тектонику сооружения, я часть первого этажа одел в доску елочкой. Очень нехитрый прием, очень простенький, но тем не менее, который позволяет вот придать зданию такой основательности с одной стороны, а с другой стороны некоторого очарования, потому что мелкие детали, они всегда приятны глазу и приятны даже и на ощупь. Особенно, когда мы двигаемся по террасе и все элементы сооружения оказываются у нас в непосредственной близости, мы их можем осязать. Образ получился, как мне кажется, очень легким и прозрачным, в том числе и за счет того, что я закрыл балкон у спальни сплошной кровлей, ну и, соответственно, обеспечил удобство использования и балкона, и террасы для барбекю внизу.